Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В этой серии я буду менять радиаторы отопления, расскажу, зачем я это делаю, покажу весь процесс и сколько это стоит. Посмотрев этот ролик, вы для себя решите, стоит ли вам в вашем ремонте менять радиаторы или оставить старые от застройщика. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Изначально, после сдачи дома, у меня в квартире стояло 5 стальных радиаторов белорусского производства и один напольный конвектор под окном, который выходит на балкон. Еще в самом начале ремонта мы демонтировали стяжку. Одна из многих причин, по которой мы делали эту работу, это ревизия уже сделанной системы отопления от застройщика и замена радиаторов отопления. Радиаторы, конечно же, можно менять и без демонтажа стяжки, но помимо замены радиаторов я еще спланировал сделать шумоизоляцию пола и проложить всю электрику по полу. Это обычные стальные белые радиаторы, которые из-за дешевизны ставят все застройщики. Что из себя представляет система отопления в новостройке, в современном доме? Сразу хочу оговориться, что еще строят дома, где есть вертикальная система отопления, то есть железные трубы идут по стенам, но это уже прошлый век. В общем коридоре стоит распределительный тепловой шкаф на все квартиры. Верхняя труба с шаровыми кранами и теплосчетчиками – это подача. Нижняя труба – это обратка. Здесь можно отключить воду для замены радиаторов или в случае экстренной ситуации. От теплового щита в квартиру идут две трубы из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм. В красной гофре подача, в синей гофре обратка. Дальше по квартире они расходятся по радиаторам отопления. В квартиру труба заходит 25 мм, затем переходит на 18 и по радиаторам отводы на 14 мм. Это сделано для того, чтобы вода продавливалась по всем радиаторам в разных комнатах. Насчет труб мне повезло. Застройщик на объекте использовал трубы из сшитого полиэтилена, производитель Can. Радиаторы в принципе относительно надежные. Простой внешний вид, такой тип радиаторов есть у всех производителей. Но есть одна проблема – это нижнее подключение воды из пола. К самим комплектующим претензий нет. Внизу стоит H-образный клапан Danfoss, сантехники ее называют биноклем, подводка медные хромированные трубы Can. Меня не устраивает сама система нижнего подключения радиатора, когда трубы идут из пола. Во-первых, нужно будет вырезать напольное покрытие, а это некрасиво. А во-вторых, в дальнейшей эксплуатации квартиры это тоже неудобно, когда трубы торчат из пола. Элементарная уборка будет вызывать проблемы. Замена радиаторов отопления состоит из трех основных моментов. Непосредственно сами радиаторы, запорные и терморегулирующие клапаны, которые подсоединяют радиатор к системе из труб, и непосредственно сами трубы отопления, фитинги и элементы системы, которые приходится частично переделывать. Что касается радиаторов, которые можно ставить в многоквартирном доме, это биметаллические радиаторы, стальные радиаторы и чугунные. Алюминиевые радиаторы ставить не рекомендуется. Для своей квартиры я выбрал биметаллические дизайн-радиаторы Royal Thermo Pianoforte. Этот радиатор мне очень понравился по внешнему виду. Он надежный, полностью стальной коллектор. Гарантия 25 лет. Рабочее давление 30 бар, а прессовочное давление 45 бар. В моем доме в системе отопления давление 4 бара. Есть три цвета – черный, серый и белый. Я вообще хотел черное, но жена настояла на серых. Краска на радиаторах ExxonMobil. Радиаторы упакованы в пленку, и производитель не рекомендует ее снимать до конца ремонта, чтобы они не пылились. Если вы хотите купить черный или серый дизайн-радиатор за адекватные деньги, то это один из немногих подходящих вариантов. Также понадобится установочный комплект футорок, покрашенных в цвет радиатора. Купил регулируемые кронштейны. Очень классная вещь, рекомендую. Термоголовка. Запорные и терморегулирующие клапаны. Сначала по ошибке заказал боковые. Затем в срочном порядке пришлось менять на осевой, чтобы термоголова смотрела в сторону. Немного о клапанах датской фирмы Danfoss. Особенность в том, что здесь нет уплотнительных элементов. Герметичность достигается за счет латунного конуса. Соответственно, нет обслуживаемых элементов, и клапан долговечен по сравнению с аналогами с уплотнительными кольцами. С запорным клапаном точно такая же система. Будут стоять жидкостные термоголовки Danfoss стального цвета. Это все нужно покупать дополнительно, в комплекте с радиатором этого нет. Трубы, которые я буду использовать, от компании Can, шитый полиэтилен.
Они же идут и от застройщика. Вот что из себя представляет труба из сшитого полиэтилена в разрезе. Гарантированный срок службы такой трубы 50 лет. Производитель дает гарантию 10 лет на материал. Фитинги ППСУ. В квартире от застройщика везде стоят такие. И латунные кольца для запрессовки. В итоге у нас получается вот такое вот соединение. Чуть позже я покажу, как все это прессуется. Дополнительно еще нужны медные монтажные трубки. Фиксаторы труб на сгибе. Ниппель с кольцом для подсоединения трубок к клапанам. Все комплектующие тоже КАН. По надежности фитинги ППСУ не уступают латунным, но есть две вещи, которые нужно соблюдать при монтаже этой системы. Во-первых, фитинги ППСУ нельзя запенивать монтажной пеной, то есть как обычно это делают сантехники. Заполняют штрабу монтажной пеной, чтобы ее меньше штукатурить. Фитинги ППСУ от монтажной пены разрушаются. И второе, нельзя соединение оставлять в напряжении. Это в принципе рекомендуют, наверное, все производители, и это касается и латунных, и ППСУ, любых фитингов. А так, все надежно. Вся информация есть на упаковке. Перед использованием читайте инструкцию. Труба покупалась в том количестве, чтобы заменить и удлинить необходимые участки. Приступаю к разметке. Для разметки я применил хитрый прием. Из упаковки радиатора я решил сделать шаблон. Он должен упростить и ускорить этот процесс. Для этого положил радиатор на картон, обрисовал его и точно разметил при помощи рулетки и лазерного уровня те места, где будут крепления. Чем хороши регулируемые крепления, тем, что вы можете при необходимости путем вращения вот этого болта поднять или опустить радиатор, или отрегулировать его по уровню. Это очень важно, потому что отверстие в стене можно просверлить с точностью плюс-минус пару миллиметров. А именно таким вот креплением можно все это подогнать. Для чего я делаю этот шаблон? Для того, чтобы не вымерять каждый радиатор. Достаточно будет просто приложить картонку по уровню, и вот они, размеченные мои отверстия. Автоматическим кернером или просто чем-то острым сразу разметить эти отверстия на стене и просверлить отверстия. В противном случае мне нужно будет размечать каждый радиатор. Вообще идея с шаблоном очень хорошая, и я вообще даже рекомендовал бы производителю такой шаблон под разные типы креплений печатать сразу на упаковке. Монтажники это оценят. По инструкции для радиаторов 12 секций вообще используется два крепления. Одно крепление выдерживает 70 кг. Но я использую 3. Почему? Потому что получается, что если я вешаю на верхнее крепление, у меня радиатор в свободном полете, так как у меня подключение будет боковое. Поэтому я делаю еще дополнительно 1/3 крепление снизу, посередине. То есть получается, что максимально у меня радиатор 8 секций, а минимально 6. И по 3 крепления на каждый радиатор. Перед разметкой под окнами я решил сделать пробный монтаж. Значит, я навесил один радиатор чисто для того, чтобы посмотреть. Ну, это холостая стена. Просто я сделал такой пробный навес, чтобы посмотреть, насколько я точно все рассчитал. Все вроде нормально. Вот про что я говорил. Если у нас радиатор висит чисто на 2 креплениях, то получается, что низ болтается. Но здесь, конечно же, будет с одной стороны кран обратки, то есть клапан. Здесь будет клапан на термоголовку, здесь клапан на обратку. Но один-то угол все равно будет болтаться. Понятно, что никто его специально ломать не будет, но все-таки на всякий случай, я думаю, что 3-й не помешает. Разметку делаю при помощи лазерного уровня. Отмечаю на стене края оконной рамы, затем провожу линии. После нахожу точное расстояние от подоконника до пола и отмечаю середину. Дальше снимаю старый радиатор и откручиваю крепление. Хорошо, что трубы изгибаются и позволяют снимать радиатор без слива системы. Подставляю шаблон, выравниваю его по лазерному уровню и при помощи кернера размечаю будущие отверстия.
В блоках отверстия можно сверлить при помощи обычного сверла по металлу. Так получается точнее. Поначалу я рассчитывал, что пластмассовые дюбеля будут держать крепление нормально. Ставлю крепление и закручиваю шуруповертом. Так как они регулируемые, особо по выставлению можно не загоняться. Потом уровень радиатора можно будет подрегулировать болтом. Навешиваю радиатор. На первый взгляд все вроде держится хорошо и надежно. Не сразу заметил, что дюбеля плохо держатся в стене. Затем проверяю его по уровню. В процессе монтажа столкнулся с такой проблемой, что пластиковые дюбеля плохо держатся в керамзитобетоне. Крепление вылазит и радиаторы немного провисают. Остальные радиаторы размечаю и монтирую по точно такой же схеме. Дополнительно с использованием полиуретанового клея герметика. Перед тем, как ставить дюбель, заполняю отверстие полиуретановым клеем. Дальше прикрутил крепление. По моим расчетам, после того, как герметик затвердеет, он будет надежно держать крепление. Но я ошибался, и из-за этой ошибки я потерял полдня работы. На следующий день я столкнулся с одной проблемой. То, что полиуретановый герметик тоже не держит крепление. Получается, что они будут провисать. Видите, я даже могу его рукой вытащить. Что я буду делать? Во-первых, нужно почистить отверстие от полиуретанового герметика. Еще я немножко сверлом расфальцевал отверстие внутри. То есть оно получается сейчас конусом. Продуваю от пыли. Для фиксации я буду использовать термоклей. Значит, заполняю отверстие термоклеем и вставляю дюбеля. Обжег немножко палец. Как оказалось, термоклей очень хорошо держит дюбель в стене, и монтаж получается быстрый. Крепления прикручиваются после того, как термоклей застыл. Кстати, на этом объекте термопистолет использую очень часто. Уже можно, наверное, делать ролик «Рабочие хитрости с термоклеем». По такому же принципу переделываю все крепления, которые сделал раньше. Здесь будут висеть два радиатора рядом, поэтому все крепления выравниваю по одному уровню. Для удобства использую 2-метровый пузырьковый уровень. Уровень ставлю на крайнее крепление. При помощи болтов выравниваю все. И центральные крепления подгоняю под пузырьковый уровень. Нижние крепления перепроверяю по отношению к верхним. По центрам осей радиатор 500 мм. Такое же расстояние должно быть между креплениями. Навешиваю радиаторы и проверяю, чтобы все было по уровню. В последней комнате все прошло как по маслу. Вот что значит опыт, полученный на 2 предыдущих комнатах. И сама работа заняла в 2 раза меньше времени.
Самое главное — это все ровно и надежно смонтировать. К навешенным радиаторам уже будут подсоединяться трубы. Для того, чтобы точно определиться, где будут штроба под трубы, прикручиваю терморегулирующий клапан и подставляю монтажную трубку. Дальше при помощи уровня отмечаю границы с небольшим запасом. Такой же фокус проделываю со всеми радиаторами. После этого остается только прорезать штробы и выбить их перфоратором. Керамзитобетонный блок режется и выбивается легко. Единственный недостаток этой работы — это пыль. Снизу подставил пластмассовую кювету, для того, чтобы было легче собирать мусор. Кстати, все штробы я прорезал и выбил за полчаса. Радиаторы смонтированы и штробы сделаны. Первый этап – разметка и монтаж радиаторов готов. Это я все сделал своими руками. Так как с сшитым полиэтиленом я раньше не работал, то есть для этой работы всегда нанимал сантехников, я решил не рисковать и для подключения радиаторов позвать сантехников. На этом этапе я посмотрю, как они все сделают, а в следующий раз уже буду делать сам. Просто работа очень ответственная, можно затопить соседей, поэтому если вы в своих силах не уверены, лучше не рискуйте. Но вообще сам монтаж, сама опрессовка системы этих труб, она гораздо проще, чем полипропилен, чем сварка полипропилена. Ребята, показывать подключение радиатора на стене, съемку очень сложно, потому что сантехник, он все это подключает, закрывает спиной, руками. Ты ему говоришь: убери руку, он говорит: мне неудобно, мне надо держать, поэтому один радиатор мы сейчас подключим, соберем полностью на столе, чтобы показать, как это все выглядит. Продолжение в следующей серии. Смета на материалы. Цены в разных регионах и магазинах могут отличаться. Также, в принципе, вы можете выбрать для своих радиаторов более дешевые комплектующие. Но в этой работе я не рекомендую рисковать. Я покупал все надежное. Что касается сметы на работу, она будет в следующей серии. Друзья, 1 апреля стартовал новый сезон проекта «Ремонт». В этом проекте я наставник одной из команд. Семьи со всей России делают ремонт своими руками и соревнуются между собой. Новую серию можно посмотреть по ссылке в описании. Также вы можете участвовать в конкурсах для зрителей и выигрывать призы от компании Bosch. Все подробности по конкурсам будут в описании к видео. No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.